Дорогие друзья, всем привет! И сегодня я хочу начать рубрику «Болталка. Мысли вслух» и поговорить о страхах. Мне кажется, эта тема довольно популярная, она встречается очень много в разговорах просто между друзьями, на тренингах. Существует куча тренингов, которые говорят: избавься от страхов, там, ты перебори свои страхи и так далее. И в нашем сознании существует идея о том, что страхи — это что-то плохое, страхи — это что-то такое, от чего нужно избавляться, это какая-то преграда. И это, в общем-то, что-то очень негативное. Но на самом деле недавно я пришла к выводу о том, что страхи — это на самом деле очень классные наши друзья и помощники. И я бы хотела сегодня рассказать вам, почему я так считаю, да. Значит, совсем недавно, буквально вот неделю назад, я закончила международную сертификацию с Ричардом Бендлером. Это один из создателей НЛП. Вы, друзья, знаете, что я очень увлекаюсь НЛП и использую его в своих консультациях, при написании блога и так далее, и также для себя, для своего саморазвития. И значит, на этом тренинге у нас был день, когда мы боролись со своими страхами и со своими фобиями. Мы делали очень классную технику для того, чтобы снизить свой страх и убрать свою фобию. И я решила бороться. Но бороться, вы знаете, вот сейчас я говорю это слово, и мне даже как-то не очень нравится его говорить. Но все-таки я, наверное, буду продолжать говорить именно это слово, хотя я не считаю, что у меня и у страха есть какая-то борьба. Вот. Но, скажем, я решила перебороть свою фобию боязни змей. И, конечно же, на тренинге были змеи, с которыми можно было попрактиковаться. Я на самом деле очень раньше, получается, боялась змей, они мне были противны, они мне вызывали также эмоцию и отвращение вместе со страхом. В общем, это был такой коктейль, который совершенно не помогал мне, когда я ездила в Южную Африку навещать своих родителей, потому что там как раз-таки и вокруг дома, и везде куча змей. И для меня всегда это было очень неприятно, и я ожидала встречи с этими животными, да. И вот, значит, на тренинге у меня появилась возможность все таки посмотреть по-другому на этот страх, на эту фобию. И я вставлю здесь фотографию, и вы увидите, что на самом деле все закончилось тем, что я, ам, переборола этот свой страх, он ослабился, и я на самом деле даже испытала какой-то восторг и какое-то восхищение от змеи. Я смогла держать ее в руках, и мне было не страшно. И это на самом деле правда. И я хочу вам сказать, что, на самом деле это была такая поучительная очень, история в моей жизни со страхами, потому что раньше я думала, что со страхами нужно расставаться, и страхи, они являются какими-то плохими в нашей жизни, они нас ограничивают, они, не дают нам достичь каких-то целей, из-за них мы стоим на месте и так далее, и так далее, и так далее. Есть очень много причин, по которым люди думают, что страх на самом деле это плохо. Но и нет. На данный момент я уже понимаю, что страхи на самом деле это очень классные наши такие сотрудники, они наши друзья, они наши приятели. На самом деле они помогают нам выживать, они на самом деле очень от многого нас ограждают, и также на самом деле они дают другие еще выгоды. И я хотела бы вам рассказать об одном очень классном упражнении, которое я делаю для себя. Когда я начинала делать это упражнение, я делала его как раз с целью того, чтобы убрать у себя страхи. У меня был прямо отдельный перечень страхов, и я начинала от 1, 2, 3 все эти страхи прорабатывать. И в итоге, пока я делала это упражнение с одним, вторым, третьим, четвертым, наверное, страхи так на седьмом, я совершенно поменяла свое отношение к страхам и теперь поняла, насколько на самом деле выгодно бояться. Вот, и я предлагаю вам сделать такое классное упражнение. Расчертите у себя в тетради страницу на 4 ячейки. И в первой ячейке напишите, какие негативные эмоции вызывают у меня страх. Какой-то определенный страх. Возможно, у вас, как у меня, есть страх змей, фобия змей, или у вас есть, может быть, страх публичных выступлений. Это такой очень распространенный страх. Или у вас, может быть, есть страх высоты, страх одиночества, что-то еще. Напишите, какой страх у вас есть наверху, потом напишите в первой колонке, какие негативные эмоции вызывает у меня этот страх и та ситуация, в которой я окажусь, когда, как бы скажем, страх в действии, да, то есть когда вот вся эта страшная ситуация происходит. Во второй колонке напишите,
то, какие есть у вас негативные убеждения или мысли по этому поводу. Почему именно вы боитесь, почему именно у вас есть страх именно вот этого, да, страх выступления публичного или еще что-то. Возможно, если, возможно, со змеей, да, у меня был страх, что там я боюсь змей, потому что они могут меня укусить, я могу отравиться там и погибнуть или там попасть в больницу и так далее. Если у вас есть страх публичного выступления, напишите, что там я боюсь публичных выступлений, потому что вот я выйду на сцену и буду заикаться. Я выйду на сцену, начну рассказывать свои идеи, никто меня не поймет, все начнут надо мной смеяться там и так далее, я расстроюсь. Ну и вот, собственно, вы выписываете в эту вторую колонку все эти, всю эту как бы информацию, да, все эти свои убеждения, все эти мысли по поводу того, почему же именно так страшен этот страх. Вот, и потом, значит, что нам нужно делать? И тут, наконец-то, мы приступаем к тому, чтобы уже начинать менять эту, скажем так, условно негативную ситуацию на условно позитивную, потому что на самом деле я убеждена, что нету ничего хорошего и плохого, белого и черного, все это соединение. И на самом деле одна из моих любимых фраз это there is no light without darkness, то есть там нету света там, где нету тьмы. Для того, чтобы было светло, должно быть где-то темно. Для того, чтобы был свет, должна быть тьма. Для того, чтобы горела искорка, должна быть темнота и так далее. Во всем белом есть немного черного. Я немного дальше еще буду раскрывать эту тему на своем канале, но наша задача сейчас переписать условно позитивные эмоции. То есть вы написали условно негативные эмоции и подумайте, что бы было противовесом того, что этой негативной эмоции. К примеру, у вас есть эмоция обиды. Вот вы вышли, значит, на сцену, выступаете, у вас какая-то лекция, и тут вас начинают оскорблять, над вами начинают смеяться, вы обижаетесь на этих людей, да, потенциально в вашем мозгу. Вот. И помните еще на самом деле, да, что ситуация еще не произошла, а вы уже боитесь. Ну, как бы вы уже тратите свою эмоцию, свою энергию на то, чего еще даже не произошло. Вы понимаете, насколько глупо мы затягиваем эти эмоции, хотя эта ситуация у нас в жизни даже еще не произошло. И вот вы написали, допустим, у вас есть эмоция обида. Эмоция обида, что могло бы быть позитивной эмоцией в противовес обиде? Для меня противовесом обиды есть благодарность. К примеру, какой-то человек меня обидел, и если этот человек или аудитория, да, при публичном выступлении обидела меня, это значит для меня лично, что они мне указали на что-то, что мне не нравится в себе, и я хотела бы это улучшить. И поэтому я благодарна своей аудитории или я благодарна этому человеку, который указал мне на тот изъян, как бы мнимый, да, который я считаю, что у меня есть этот изъян. И поэтому ему большая благодарность за то, что он мне указал на этот изъян, и теперь я могу над ним работать. Понимаете, и таким образом, если у вас есть эмоция страха, поменяйте ее на эмоцию восторга, на что-нибудь такое. Если у вас эмоция гнева, бешенства, поменяйте ее, может быть, на любопытство, на удивление, на что-нибудь такое. В общем, в третьей колонке вы прописываете все негативные эмоции, вы меняете на позитивные эмоции. И потом последним пунктом, предпоследним пунктом вы выписываете из негативной вот этой информации, установок и так далее, вам нужно их поменять на позитивные. К примеру, в примере со змеями, да, я бы не хотела, я боюсь змеи, потому что она меня укусит. И на самом деле, что хорошего есть в этой моей мысли, в этой моей установке? А хорошее то, что я буду вести себя аккуратно, и я буду аккуратно ходить, да, я буду подсвечивать фонариком и так далее. Я на самом деле усилю свою безопасность, я буду более аккуратна для того, чтобы все-таки мне не попалась эта змея, она на меня не напрыгнула, я ее не испугала и так далее. При публичном выступлении на самом деле, если вы переживаете, что вы выйдете в аудиторию, начнете рассказывать какую-то свою лекцию, и люди вас не поймут, они вас засмеют, подумайте о том, что это на самом деле дает вам возможность подготовиться намного лучше к лекции. Возможно, вы захотите исправить свой голос, выглядеть более привлекательно, да, там как-то красиво одеться, подготовить информацию, сделать какой-то план для своего выступления. На самом деле страх того, что вас высмеют, приведет к тому, что вы, возможно, если вы человек осознанный, подготовитесь лучше к своему
мероприятию, да, к этому выступлению. И потом пятым, и уже вы понимаете, вот на этом этапе, когда вы поменяли эмоции на позитивные, когда вы переписали все свои установки на позитивные, нашли в них позитивное намерение, вы уже тогда начнете понимать, что это смешно, то, что вы чего-то очень боитесь. Мало того, что ситуация еще не произошла, а вы уже боитесь и тратите свой внутренний ресурс на то, чего еще даже не произошло. И второй момент — это то, что на самом деле это такие классные помощники, страхи — это такие классные помощники в нашей жизни, которые на самом-то деле усовершенствуют нас, но нужно к этому так относиться. Если вы будете бояться и просто свешивать лапки, вы, конечно же, будете стоять на месте, вы не захотите двигаться, да, и смотреть этим страхом в лицо, как говорят, и вы не пойдете вперед. Но если вы проделаете такое упражнение, то будет гарантировано, что у вас уже улучшится настроение, вы поменяете свое отношение к ситуации со страхами, и вы будете, может быть, с какой-то большей легкостью и любопытством даже преодолевать какие-то трудности в своей жизни, идти к своим целям, исполнять желания. Вот. И последним пунктом в этом упражнении я хочу, чтобы тот страх, который вначале вы написали, вы переписали во что-то позитивное. Если, скажем, это будет что-то личное для вас. После того, как вы уже пропишете первую, вторую, третью, четвертую колонку, это обязательно будет очень личное для вас. Но, скажем, если у вас был страх публичного выступления, напишите: «Я с легкостью провожу тренинг» или «Я с легкостью провожу лекцию», «Я легко знакомлюсь с интересными людьми». Таким образом, вы поменяли условно негативное эмоции и убеждения на условно позитивные. Вы поменяли, самое главное, свое отношение и состояние к этому страху. И теперь вам намного легче и любопытнее все-таки жить. У вас меньше страхов, меньше тревоги, вы меньше тратите энергии на то, чтобы переживать о том, чего еще не произошло. И у вас открывается ресурс для того, чтобы достигать тех целей и жить тех целей, которые вы хотите, и жить очень интересную жизнь. И я всем вам желаю проживать интересную жизнь, развиваться. Я вас очень люблю и желаю вам хорошего дня. Всех пока!